палочки волшебные, крючок танцует, создавая пейзажи из нитей самых обыкновенных. Татьяна, ты творишь неспешно, вплетая в узоры свои мечты. В каждом стежке частичка души, в каждой петельке нотка тепла. Ты вдохновляешь, творишь и спешишь делать мир краше силой своего дела. Всем здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада приветствовать всех, кто заглянул сегодня ко мне в гости. Сегодня видео о том, как прошла моя вязальная неделя. У меня есть готовая работа, новый проект, небольшая покупка пряжи. Обо всем давайте по порядку. Первое мое готовое изделие на этой неделе — это джемпер из пряжи ручного окрашивания. Вот я уже сложила, вот еще здесь вот этот моток мохера. Я сложила уже все вот в эту коробочку, все, что у меня осталось. Мне хотелось в этом джемпере использовать все 4 пасмы. И мне казалось, что переход из одного цвета к более светлому будет очень хорошо смотреться. И неоднократно я говорила о том, что я избегаю темных цветов именно к лицу. Но мне не нравится. Не совсем это, так скажем, мои цвета. Все-таки мне больше нравятся яркие, светлые. Они как-то сразу освежают, придают настроение. Это, наверное, мое просто внутреннее такое вот душевное состояние, что я не хочу темных цветов. И когда я это все вывязывала, во вторник у меня уже был готовый джемпер полностью. Но когда я примерила, я поняла, что это совсем не то, каким я видела этот джемпер, каким я его представляла. И сиреневый цвет сюда совсем не подходит. Мне писали, что можно что-то вышить, хотя я не вышиваю на вязаном полотне. Может быть, я пока еще не дошла до этого, пока мне не хочется таких изделий. И я попробовала, просто взяла темный цвет и на сиреневом выложила такие, знаете, завитки, чтобы просто посмотреть, вообще будет смотреться, не будет смотреться. Но я поняла, что не спасет это никак ситуация. Я очень не люблю распускать. Как-то меня это, знаете, дезактивирует немножко, когда идет не по плану. Но я поняла, если я сейчас не распущу, не доведу до ума, то потом потеряю интерес вовсе. Поэтому я решила, что я сиреневый цвет, вот эту вот пасму, я ее уберу совсем. Хотя этот сиреневый цвет из всех 4 пасм, он мне настолько нравится. Это холодный такой вот оттенок сиреневого, который мне очень-очень идет. И иногда мне очень хочется изделие из такого цвета, но мне пришлось его убрать. Я его убрала полностью. Что-нибудь я обязательно свяжу. Но у меня первая мысль сразу же, например, связать для дочки шапку, например. И поэтому я решила, боялась, что мне не хватит. Но мне хватило, и я решила полностью это изделие довязать в 2 оттенках, да, то есть жаккард, то, что у меня было снизу, так это все и осталось, а верхнюю часть я использовала пасмы сине-фиолетового цвета, и как-то вот на рукавах, да, заметно даже вот этот переход. Вот здесь этот переход не так заметен в самом джемпере, а на рукавах заметен. Джемпер у меня готов. Закрывала я иглой, как и в первом случае, я тоже закрывала иглой. Конечно, распускать, закрыть иглой это еще то удовольствие. И на рукавах, и по горловине я выполнила закрытие при помощи иглы. Что я для себя решила по поводу этого джемпера?
Да, это не совсем то, что мне хотелось, но этот джемпер имеет место быть. Он теплый, комфортный. Для зимы такие изделия нужны. И пока этот джемпер будет в моем гардеробе, я думаю, что пару раз я точно его надену, а может быть и больше еще в этом сезоне. А потом у меня подрастает дочка, и я думаю, что чуть попозже я передам ей этот джемпер по наследству. Пока на данный момент она любит вязаные изделия, ей они нравятся. И мне кажется, что именно вот эта цветовая гамма, то, что она такая темненькая, она наоборот ей как-то больше понравится. Но, по крайней мере, сейчас у меня есть теплый джемпер, еще один теплый джемпер, а в этом году мне теплые изделия просто необходимы, потому что я на работе работаю не только в своем кабинете. В моем кабинете очень тепло, а вот в некоторых других кабинетах, где я работаю, очень холодно. Но это, наверное, зависит от расположения кабинетов. Да и здание-то уже у нас старая школа. Поэтому одеваешь теплее. А из этого, здесь уже мохер добавлен, видите, пушок. И я думаю, что я свяжу шапку, потому что Алисе на весну нужна шапка. И я думаю, что свяжу. А вот на этот мохер у меня есть задумка. Это пока не знаю. Потом, я думаю, найду. А от основных цветов, то, что я использовала... Сейчас. Вот у меня остался фиолетовый, вот синенький. То есть совсем чуть-чуть пряжи. То есть я извязала полностью. Если говорить по весу, то здесь чуть больше 200 граммов. То есть он легкий. У меня сегодня прогулка по лесу. С нынешними погодными условиями не получается гулять, даже когда есть свободное время. Вчера была такая метель с очень холодным ветром, а сегодня полный штиль. Солнце морозит, но солнце. Я даже зашла далеко в глубину леса, увидела снегирей. Там так красиво, елочки. Каждое время года красиво по-своему. И зима красивая, если солнце светит. Я вот люблю, когда светит солнце. Неважно, холодно, жарко. Главное, чтобы солнышко было для меня. Я очень люблю солнце, свет, много света. Так красиво. Снег на солнце блестит. Красота. Я надела новый джемпер, думаю. Может быть, я его сфотографирую сегодня в такой красоте. Но нет, я не герой. Холодно. Очень холодно. Не разденусь. Так что просто погуляю. Далее я вязала свой плед. Он у меня так плохо продвигается в последнее время, потому что все какие-то дела, но уже я вам его, наверное, так вот сейчас, посмотрите. Раз. И вот там. То есть он уже хорошо подрос, но это даже еще не половина. Я дошла, в общем, 175 рядов у меня отвязано в этом пледе. И сейчас я вам вставлю видео, как этот плед смотрится сейчас на данный момент. В своих предыдущих влоговых видео я показывала и рассказывала, что очень хочу начать себе вязать джемпер из пряжи красивого
оранжевого цвета. Одна из моих зрительниц сказала, что этот цвет хурма называется. Мне очень понравилось это название. Кто-то писал, что это лосось, но вы знаете, для лосося яркий. Нет, знаете, больше такой оранжево-розовый цвет. Цвет очень красивый. Я встречаю такой цвет второй раз. Мне он очень нравится. Я уже для себя видела изделие. Оно должно было быть несложным, лицевая гладь, и по передней детали я вот здесь хотела вывязать узор. Но так как в предыдущем джемпере у меня было очень много лицевой глади, я от нее просто устала. От этой лицевой глади, как вы считаете, влияет один проект на другой? Мне кажется, что очень влияет. Я очень быстро поменяла свое решение. И думаю, ведь скоро весна. На весну мне тоже нужны джемперы более легкие. И попался мне очень красивый ажурный узор. Понравился мне ажурный узор. И я решила, что я свяжу себе джемпер на весну с ажурным узором. Так воодушевилась и так мне хотела связать, что я не успела оглянуться, как за вчерашний день спинку я отвязала. Вот этот узор, посмотрите. Интересно, красиво смотрится. А теперь посмотрите, что и как выглядит спинка. Вы видите? Спинка уходит вот в эту часть. Ну, если я сижу вот так, то это у меня получается лево. Спинка уходит. Вообще полотно уходит в одну сторону. Даже не в одну. Оно здесь уходит в эту сторону, а здесь поднимается в правую сторону. В общем, все сикость-накость. Я расстроилась. Очень расстроилась. Потому что какая-то неделя получается. Распуски и перевязы. То, что я очень не люблю. Хотя никто из нас от этого не застрахован. Кто не вяжет, тот не распускает, говорят. Ну, второй раз уже. Ну, что делать? Что делать? Если оставить, потом будет джемпер кривой. Я так не могу ходить, я перфекционистка. Я постирала. Это полотно уже постиранное. Я подумала, что я постираю, разложу на горизонтальной поверхности, и эта косина, возможно, уйдет. Пряжа здесь не должна косить. Это пряжа Дороти от Папи Фабио. Сейчас я вам скажу. Да, от Папи Фабио. Это пряжа Дороти. Здесь в составе 90% меринос и 10% кашемир. Пряжа очень хорошая. Но, к сожалению, этот узор не вписался в эту пряжу. И я буду подыскивать что-то другое. Вот сейчас посмотрите. Вот, посмотрите, это вообще, я и говорю, что все здесь косит. Странно, очень странно, но пока не свяжешь и не увидишь, никто не застрахован от подобных ситуаций. Хотя узор мне понравился, да, мне показался он интересным. Все, этот узор навсегда уйдет из моей вязальной копилки. Ну, что делать? Поэтому буду что-то думать, а может быть вернусь к изначальному варианту, который я хотела вязать, хотя почему-то сейчас совсем у меня нет желания вязать лицевую гладь. Я устаю от изделий подобных, и если было изделие лицевой гладью, то уже дальше у меня начинаются проекты с узорами обязательно, чтобы я насладилась именно вязанием узоров. Ну ладно. Значит, будет что-то намного лучше и намного интереснее. Все, что не делается, к лучшему. Давайте я вам покажу пряжу. Мы ведь так все любим пряжу, хорошую пряжу. Когда я вижу, что хорошая пряжа продается по очень вкусной цене, я не могу пройти мимо.
Так же случилось и здесь. Только я получила посылку не так давно. И через несколько дней я увидела, что продают остатки этой пряжи Дороти по очень выгодной цене. Как пройти мимо? Я, конечно, сразу же купила то, что из тех остатков, которые я увидела, цвета, которые мне действительно подошли бы, я купила все, что было в наличии. Это коралловый цвет, красивый. Красивый коралловый цвет. Здесь остаток 340 граммов. Да. Класс. Очень. Мне нравится этот цвет. Он мне очень подходит. И поэтому я решила, что такая пряжа обязательно мне нужна. Пусть она у меня, да, то есть сейчас я не буду вязать в этом сезоне, ну, значит, это будет пряжа дожидаться своей очереди. И второй тоже остаток. Здесь всего 230 граммов. Я взяла дочке. Такой серо-голубой цвет, я бы сказала. И я хочу ей связать джемпер, потому что сейчас, на данный момент, она носит два джемпера. Это бежевый джемпер, который я ей связала в прошлом году. И тот кашемировый, который я ей отдала. Других она не видит просто. Белый, который я ей вязала, он больше на осень, на весну. То есть сейчас нужно что-то более теплое, поэтому я решила, что нужно связать ей еще джемпер. Если вдруг мне не хватит этого веса, 230 граммов, здесь метраж 1500 на 100, в 4 сложения достаточно, то я добавлю белый. Белый у меня есть. Я сначала хотела его сочетать с темно-синим, но потом эту идею отмела, думаю, нет, не буду. И мне показалось, что мне должно хватить для Алисы. Но если не хватит, значит, вот добавлю белый. Не буду добавлять темный цвет. Вот так прошла моя вязальная неделя. Конечно, были неудачные моменты с распусками, перевязами, но никто из нас от таких моментов не застрахован. Любой опыт – это опыт. Пока не попробуешь, не поймешь. Ничего страшного. Если не получилось сейчас, то получится в другой раз и еще лучше, чем мы задумывали, и никак иначе. А вообще уже хочется вязать на весну. Хочется уже более таких изделий из других составов пряжи. Хотя мне нужен кардиган. И сейчас у меня как бы эта идея пока в голове не дошла до логического, так скажем, завершения. Пока я еще думаю над этой идеей. Но мне нужен обязательно кардиган. У меня нет кардигана такого хорошего. Хочу что-то новенькое. Поэтому обязательно будем с вами вдохновляться, будем с вами вязать, будем творить. Желаю всем вам всего самого-самого наилучшего. А я с вами прощаюсь совсем ненадолго. До новых встреч. Пока-пока.